Есть вот эти суперкачественные аудиофайлы DSD, да, DSF и DFF. Например, с SACD. Звучат, просто отлично, но вот беда. Попробуй их запустить на обычном плеере или, скажем, на телефоне, и места слишком много занимают. Это же целая история. Смотрите до конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. Будет интересно! Да, там же формат DSD, Direct Stream Digital, он не такой универсальный, как привычный нам PCM, типа FLAC или WAV или MP3. Совместимость – вот главная проблема. Вот-вот. И люди ищут способы, как эту музыку слушать без танцев с бубном. И частое решение – конвертация DSF во FLAC. Точно. Но тут же главный вопрос, да? О качестве. Как бы нам не потерять то самое звучание при переходе? FLAC ведь это PCM, совсем другая технология. Именно. И вот сегодня мы как раз и разберемся в этом. Как конвертировать, что там с качеством, влияет ли сжатие FLAC на звук. Глянем на примере программы AUI Converter, как извлечь максимум ее качества при конвертации. В общем, наша задача понять, можно ли сделать музыку доступнее, но не жертвуя качеством аудио. Давай попробуем. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Ваша поддержка помогает нам создавать еще больше полезного и эксклюзивного контента с важными деталями, которые скрыты от поверхностного взгляда и которые помогут вам раскрыть все секреты качественного звука. Окей, давай быстро напомним. DSF — это файлы, внутри которых аудио в формате DSD. Это, по сути, очень-очень быстрый поток одного бита. Как бы изменение аналоговой волны, но в цифре. Очень упрощенно, да? FLAC — это уже PCM. Pulse Code Modulation, то есть звук кодируется иначе. Берутся снимки волны через равные промежутки, и каждый снимок описывается набором бит. И плюс компрессия данных FLAC. Она сжимает данные, но без потерь, понятно. И основная причина конвертации, как мы уже сказали, просто FLAC едят почти все устройства. Да, совместимость решает. Плюс FLAC-файлы, хоть и сжатые, обычно меньше весят, чем не сжатые PCM, например, WAV. И FLAC намного меньше, чем исходный DSD-файл той же длительности. И, конечно, метаданные FLAC имеют широчайшую совместимость с программами и устройствами. Хорошо, с основами вроде разобрались. А как это на практике? Как, например, это конвертировать с AUI-конвертер? Что там делать нужно? Все довольно стандартно для конвертера. Запускаешь программу, жмешь Open Files, выбираешь свои DSF. Так. Дальше самое важное – настройки выхода. Выбираешь формат FLAC, и вот тут нужно указать параметры PCM, частоту дискретизации Sample Rate и разрядность Bit Depth. Потом выбираешь папку, куда сохранить результат, и кнопка «Старт». И ждешь. Просто? Вроде. Подробности почитайте по ссылке в описании. А мы продолжаем углубляться в то, как получить желаемое качество конвертаций. А есть нюансы? Да, и в пакетная обработка есть. То есть можно сразу папку с альбомом или несколько таких папок закинуть. Однако учтите, что временные файлы занимают место, и на диске должно быть свободное место раза в 1,5 больше, чем исходные DSD-файлы. Впрочем, в настройках MISC Miscellaneous можно назначить директории для временных файлов на жестком диске, где есть достаточно свободного места. Это удобно. Но вот давай к самому главному – к качеству.
Меня вот что смущает. Везде пишут, что DSD в PCM, то есть во флаг, это не совсем lossless конвертация. Технически. Там же фильтры, ресэмплинг. Насколько это все слышно? Вот это самый ключевой момент. Ты прав. Технически, да, это преобразование. И любой ресэмплинг, любое изменение частоты дискретизации, фильтрация – все это вносит искажения. Например, алиасинг, такие нежелательные гармоники, артефакты звука. Также появляются искажения звона, присущие фильтрации. Звучит не очень. Да, но все зависит от качества самого конвертера, от алгоритмов. Хороший софт может свести эти искажения к такому минимуму, что на слух их и не заметишь. Вот в AUI-конвертер, например, есть настройки фильтрации. Filter Mode называется. А что за режимы? Там есть, скажем, Optimized, типа для большинства случаев. Он вырезает ультразвук. Рекомендуется по умолчанию. А есть Optimized G5. Он гораздо медленнее работает, но у него другие характеристики фильтра, меньше так называемого звона или рингинга. Его рекомендуют для профессионального использования. Так что да, качество от софта к софту может плавать. Неоптимизированные фильтры используйте по вкусу, но для некоторых систем при прослушивании может быть шум. Какие еще проблемы могут возникнуть? Иногда при конвертации DSD во флаг пользователи жалуются на искажения. Проще всего это решить автоматической нормализацией уровней громкости аудиофайлов или ручной регулировкой с точностью 0,1 дБ. Если такая, конечно, нужна. Автоматическая регулировка имеет еще большую точность 0,01 дБ. Но можно сделать это также в настройках, но грубее. Вкладка General, Output, Attenuator. Установите -3 или -6 дБ. Стандартно -6, но так вы потеряете больше в уровне над шумом аналоговой части аппаратуры. Понятно. То есть, если конвертер хороший, то потери минимальные. Окей. А вот еще суперинтересный момент. Это сжатие флаг. Вот эти уровни от 0 до 9 в настройках. Говорят, они на качество звука вообще не влияют. Как так? Файл уже меньше становится. Именно так. И это, пожалуй, надо запомнить всем раз и навсегда. Флаг — это всегда lossless кодек. По определению. Это значит, что при распаковке ты получишь бинарно идентичные данные, такие же, как были до сжатия. Неважно, какой уровень сжатия ты выбрал – 0 или 9. То есть вообще никакой разницы в звуке? 0 разницы в звуке. Уровни сжатия – это просто компромисс между скоростью работы кодека и размером итогового файла. Уровень 9 даст файл чуть-чуть меньше, но сжимать будет дольше. Уровень 0 сожмет быстро, но файл будет чуть больше. Все на звук не влияет. Ух ты! А зачем тогда люди используют uncompressed флаг? Я видел такой не раз. Флаг-то без сжатия вообще зачем? Ну, это такая, скажем, немного идеалистическая теория. У нее есть горячие приверженцы, да. Гипотеза в том, что когда плеер или компьютер декодирует сжатый флаг, это создает чуть-чуть больше нагрузки на процессор устройства. Ага. И вот эта дополнительная нагрузка чисто теоретически может создать какие-то добавочные электромагнитные помехи, которые могли бы повлиять на аналоговую часть ЦАПа. Звучит как, очень тонкая материя. Вот именно. Но, во-первых, для современных процессоров эта нагрузка от декодирования флаг просто смешная. А во-вторых, нет никаких серьезных исследований, которые бы подтвердили, что это реально слышно на практике. То есть это больше для самоуспокоения? Скорее всего, да. Опция Uncompressed Flag существует для тех, кто хочет исключить даже такую вот, на мой взгляд, чисто теоретическую возможность. На практике же разницы в звуке между сжатым и несжатым флаг быть не должно. Понятно. Ясно. Так, и еще момент практический. Метаданные, там обложки, названия треков, исполнители, они сохраняются при конвертации вот в этом AUI-конвертере?
Да, метаданные переносятся из исходного DSF в конечный флаг. И даже встроенный редактор тегов есть, если что-то подправить надо. Ну что ж, давайте тогда подводить итоги нашего разбора. Выходит, что конвертация DSF во флаг — это вполне себе рабочий вариант, чтобы слушать Hi-Res на обычной технике. Похоже, что так. Современные инструменты, как тот же AU-конвертер, позволяют сделать это с минимальными потерями, которые на слух, скорее всего, и не заметишь. Главное выбрать хороший конвертер и правильно настроить. Да, и ключевой вывод, который стоит запомнить — не надо бояться сжатия флаг. Оно экономит место и абсолютно безопасно для звука. А сам переход от DSF к PCM, ну да, это техническое преобразование, но при качественной реализации он не должен быть проблемой. Наоборот, если ваш ЦАП поддерживает PCM, это может иногда улучшить качество звука для определенных записей, аудиосистем и слушателей. И знаешь, вот какая мысль у меня осталась после сегодняшней беседы? Если потери при хорошей конвертации DSD в PCM реально ничтожны, а влияние декодирования хлаг на звук — это больше теория, чем практика, может, мы иногда слишком зацикливаемся на самом формате файла? Интересная мысль. Насколько вот этот формат DSF, FLAC, WAV важен по сравнению с другими вещами? С качеством самой записи, с мастерингом, ну и, конечно, с тем, на чем мы слушаем — ЦАП, усилитель, наушники или колонки. Где на самом деле то самое узкое место, которое ограничивает качество звука для нас? Может, не в формате файла дело чаще всего? Знаете, друзья, вот о чем я думаю, глядя на все это. Мы, меломаны, часто одержимы поиском идеального, лучший ЦАП, идеальный формат, самые дорогие кабели. И это здорово. Стремление к совершенству – это то, что движет нас вперед, заставляет узнавать новое, пробовать, экспериментировать. Это качество, которое делает нас не просто потребителями, а настоящими исследователями в мире аудио. Это точно. Аудио — это ведь не просто набор технологий. Это целая философия. Вот именно. И в этом поиске, в этой страсти к чистому, достоверному звучанию мы не просто ищем тот самый файл или тот самый ЦАП. Мы становимся лучше. Мы развиваем свой слух, свое восприятие, свою способность ценить детали. Это как тренировка для души и ума. И если мы сегодня смогли показать, что даже в таких технических вопросах, как конвертация, есть глубина и возможность достичь невероятного качества, то это уже маленькая победа для каждого из нас. Так что продолжайте исследовать, продолжайте слушать сердцем, и пусть ваш путь к идеальному звуку будет таким же захватывающим, как и сама музыка. И в финале попросим наших зрителей, если им понравился ролик, поставить лайк и подписаться на наш канал. До новых встреч, друзья! Друзья, если этот выпуск помог вам лучше разобраться в работе с аудио и открыл для вас что-то новое, для нас это лучшая награда. Не забудьте поставить лайк этому видео. Это небольшой, но очень важный жест, который показывает, что мы на верном пути. А чтобы не пропустить наши следующие выпуски, полезные советы и увлекательные погружения в мир звука, подпишитесь на наш канал. Это не просто кнопка, это ваш шаг к тому, чтобы стать частью нашего сообщества, где мы вместе исследуем новые технологии и делимся знаниями. Подписываясь, вы не только поддерживаете нас, но и обеспечиваете себе доступ к эксклюзивному контенту, который поможет вам достигать еще больших высот в работе со звуком. Ваша поддержка вдохновляет нас на создание новых материалов, а мы продолжим радовать вас качественными, информативными и полезными материалами. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречным.